Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшний наш общий расклад Таро на тему «Что вы не видите через непрогляд?». Представьте себе, что в вашей жизни происходят какие-то события, причина которых вам не ясна. Почему так происходит, какие энергии за этим стоят и, возможно, какие-то советы, инсайты по текущей ситуации. Настраивайтесь на себя, на свои события и на то, что вы не видите и не замечаете. Именно благодаря такому понятию, как непрогляд. Что такое непрогляд в магии? Это когда на какие-то энергии, да, или на кого-то есть некая защита, чтобы человек не смог просмотреть истинную причину или истинного человека, лицо, кто стоит за теми или иными событиями. Мы можем также рассматривать непрогляд как блок темных сил, как блок высших сил, для того, чтобы вы чего-то не видели или о чем-то не догадывались. Чтобы сегодня гадать, вы можете сконцентрировать свое внимание на одной из 4 карт. Я сделаю 4 варианта, но если вам варианты карт тяжело выбрать, допустим, по позиции, да, или интуитивно, можете сориентироваться на знаки зодиака. Какие знаки зодиака? Они скрыты, естественно, да. В каких позициях они будут разложены, я не знаю, да. То есть все случайным образом. И вы по своему знаку, да, если будете ориентироваться, то карта у вас будет случайная, естественно. Итак, уверен, что вы сконцентрировали свое внимание на карте. А знак зодиака найдете уже тогда по тайм-кодам, да, увидите. Итак, первый непрогляд у вас связан с женщиной. То есть вы не понимаете, что, кто или что стоит за этой женщиной. Знаки зодиака здесь актуальны для львов, для близнецов и для стрельцов. Если вы женщина, тоже можете смотреть, да, с точки зрения женщины. Если вы мужчина, у вас есть, может быть, отношения с женщиной. Да. Хорошо. Что вы не видите, что скрывается от вас в связи с этой женщиной? Одиночество. Причина. Давайте посмотрим, какая причина этого одиночества у этой женщины. Эта женщина одинока, да. Либо она очень красива, и эта красота для нее становится причиной одиночества. Такое, кстати, часто бывает. Очень красивые женщины часто одиноки. Если у вас такой случай, напишите в комментарии. Русалка часто о глубинных чувствах. Она может быть разочарована в жизни. Она может быть на каких-то негативных эмоциях, которые скрывает. То есть есть что-то вытесненное у нее эмоционально. И причина одиночества из-за вытесненного эмоционального. И русалки — это такие мифические существа. Да? Часто эта женщина одинока, потому что ей, может быть, не везет в любви, в отношениях из-за эмоциональных каких-то состояний. И русалка такое, может быть, что-то намекает на какие-то магические энергии, но мы здесь в этом случае не делаем диагностику. Хорошо, давайте посмотрим. Если какая-то скрытый негатив или скрытая опасность для этой женщины или от этой женщины, если это не вы. Здесь зимнее солнцестояние. Как минимум, эта женщина может вас вампирить. Если вы смотрите на постороннюю женщину, у нее очень сильный упадок сил. То есть она забирает энергию. То есть, скорее всего, эта энергия у этой женщины, если вы смотрите на постороннее лицо, то она будет забирать эту энергию. А если вы смотрите на себя, как минимум зимнее солнцестояние – это точка, когда меньше всего света, меньше всего энергии. Если вы смотрите на себя, то это отнимает у вас жизненную силу и жизненную энергию. И за непроглядом вы видите, что если это вы, то вам лучше выходить из этого состояния.
Если вам не везет в отношениях, в любви, но вы красивые, то есть некая темная энергия, которая доминирует в вас и делает вас одиноким человеком. Ну и совет, давайте совет, чтобы не затягивать, да. Совет: нужно освобождать некую эмоцию, очищать свое внутреннее пространство от вытесненного внутрь себя. И если вы чувствуете, что некая женщина есть причиной вашего одиночества, посторонняя женщина, то это с себя лучше снимать, в частности, смывать. Такой месседж. Позиция номер 2. Карта номер 2 связана с вольтированием, и это вы, может быть, не замечаете. Вы, может быть, не замечаете непосредственно сам вольт, да, что на вас вольтирование, или некую блокировку энергии, да, вы не видите. Или, может быть, чувствуете, но ясно не осознаете, но то, что происходит, оно, скорее всего, из-за того, что на ваши энергетические зоны, возможно, кто-то воздействует, или вам не хватает энергии. То есть что-то связанное с энергиями, либо с вольтом, прямо непосредственно магическим моментом. Второй расклад особенно актуален для знаков зодиака: Рак, Телец и знак зодиака Дева. Давайте посмотрим, что это за вольт, с кем, с чем он связан, причина этого вольта, да, энергетического воздействия. Это что-то связано с человеком, которым вы работаете, либо имеете общий бизнес. Возможно, вы истощены из-за того, что вы очень много работаете. То есть, смотрите, вольтирование. Да? Вольтирование – это непосредственное воздействие на энергетический узел. Если вы чувствуете себя вялым, подавленным, неэнергичным, бессильным, да, то это из-за того, что либо вы перерабатываетесь, либо находитесь в токсичном окружении, в токсичной среде, среди каких-то людей, да, коллективе, либо кто-то на работе это делает на вас. Тут уже смотрите по своей ситуации, я вам даю максимум вариантов. Да. Хорошо. Опасно ли для вас это? Или насколько это опасно? Смотрите, если изначально это не было опасно, то сейчас это затаскивает, засасывает вас. И чем дальше, тем это опаснее. То есть, чем дольше это будет длиться, тем более вредно для вас это будет. Хорошо. Напрямую спрашиваем, это магия от кого-то или это все-таки истощение? Но имейте в виду, вольт – это уже прямое магическое название, да, насколько это магия, да, там. Смотрите, тут прямо выпадает, да, это магия, и, скорее всего, это приворот. То есть, может быть, кто-то вас хочет к себе привязать, притянуть. Скорее всего, это приворот. То есть, актуально как для мужчин и для женщин. Но в вашем случае это может быть лично ваш вид магии, который вы чувствуете, и это не обязательно приворот. Может, просто порча для того, чтобы вы ушли с работы, например, да, то есть вас выталкивают. Хорошо, давайте последний месседж такой. Кто конкретно за этим стоит, если это магия от конкретного какого-то лица? Кто конкретно вас вольтирует, да? Или пробивает энергетически? Или какой-то безбожник, да? Или грешник, или, может быть, я не знаю, вряд ли кто-то, это негативные аспекты карт. То есть вас вольтирует либо человек, который за вас, или против вас, понимаете, да, то есть или он вам помогает этим вольтированием, или наоборот. Случай общий, поэтому я вам и даю варианты. Давайте так скажем. Этот человек, который вас вольтирует, либо очень молится, да, и верит в высшие силы, либо является таким безбожником, чернокнижником, темным, темнушником, каким-то злодеем, да, то есть, кто угодно это может быть. Здесь образ женщины, но это не обязательно женщина, да. То есть, кто на вас воздействует, тот, который молится или целенаправленно этим занимается, скорее всего. Позиция номер 3. То, что высшие силы не дают вам увидеть, но намекают, или то, что вы не видите через непрогляд.
Но смотрите, вы чего-то явно не замечаете. Может быть, у вас проблема со зрением. Может быть, у вас пелена, розовые очки. А может быть, вы чего-то действительно не видите. То есть, вот в этом случае реальный непрогляд. Позиция номер 3. Особенно, если вы знак зодиака Скорпион. Особенно, если вы знак зодиака Водолей и Козерог. Вот давайте посмотрим, что за непрогляд, почему у вас эта пелена. Эта пелена у вас связанная с мужчиной и с тем местом, за которое вы зацепились, с той ситуацией, за которую вы зацепились, или с той работой. То есть эта пелена связана с тем стабильным местом, в котором вы находитесь. И с мужчиной в том числе, якорь это часто мужской образ. Непрогляд у вас связан, в общем-то, со стабильностью или с человеком, который стабилен. Да? Может быть, со стабильным доходом, со стабильным бизнесом и так далее. Здесь действительно есть непрогляд и есть тайна. Давайте смотреть, с чем конкретно связана эта тайна и этот непрогляд еще. Вы знаете, у вас непрогляд в том аспекте, что вы чего-то ждете, но вы этого не получаете. Хотя, скорее всего, вы этого заслуживаете. Это уже должно прийти к вам давным-давно. Давайте спросим, какова причина? Истинная причина. Истинная причина в общении, в отношениях, в документах. То есть вы не получаете либо общения, коммуникации, отношений, да, либо документов. То есть причина в общении, коммуникации и в документах. Есть ли за этим всем зло какое-то? Скрывается ли зло? Здесь может и скрываться зло, а может быть просто стечение обстоятельств, просто не везет. Здесь может быть зло по родовым программам, зло по обстоятельствам, то есть не везет. То есть вы не получаете этого, потому что либо работают родовые программы, либо обстоятельства, либо просто, не везет, так не везет. То есть разные тут варианты. Эта карта не прямая, не негативная, поэтому оно может быть, может не быть. Да, здесь есть пентаграмма, да, здесь есть метла, да, здесь есть код, но напрямую, вы не видите результата вот в этой карте. Не потому, что кто-то магичит, а потому, что может быть стечение обстоятельств. Давайте спросим, что конкретно 100%, да, с большей долей вероятности является темной силой. Что вам конкретно мешает? Да? Темного кота посмотрим. Что конкретно вам мешает? Здесь выпадает Мабон, весеннее равноденствие, и это период 19-22 сентября. Возможно, вам мешает добиться результата человек или период. Вам мешает результат. Вот Мабон – это результат, это урожай. Но также, возможно, вам мешает человек, который связан с периодом 19 и 22 сентября. Вот этот вот момент. Но по сути, эта карта все-таки больше результата, и что является темным источником темных сил, да, что вы не получаете результат. Либо невезение. Это вообще карта колеса фортуны. Вот это период колеса фортуны. Если бы, допустим, мы взяли сейчас карты, да, Таро, то это было бы колесо фортуны. То есть здесь вам либо не везет, все-таки, да, либо вы живете не свою судьбу, подмена судеб. Есть еще такое понятие, как перезагрузка матрицы судьбы. Возможно, вам необходимо перезагружать матрицу судьбы, но к этому надо подходить с разведкой, да, со своей историей, понимаете. Не просто так взять, перезагрузить, а понять, почему вам надо ее перезагружать. Вот. То есть у вас остановка в коммуникациях и в документах, потому что судьба, условно говоря, повернулась к вам задом, или вы проживаете не свою судьбу. Вот такой месседж идет. Давайте совет все-таки, да. Вам нужно разобраться в
в темных корнях своего прошлого. Вот так пока что. Князь тьмы, поэтому поковыряться нужно в темном в чем-то. Все-таки здесь есть код, и здесь есть пентаграмма света, то есть какая-то защита. Может быть, у вас были какие-то договоры в прошлой жизни, да, фамильяр все-таки есть код, есть загробная жизнь, намек есть. Может быть, в этой жизни какие-то гештальты не закрыты, но на вашу судьбу влияет что-то темное, и это останавливает поток документов и коммуникаций, и отношения в том числе. Ну, может быть, вы ссоритесь, например, с теми людьми, или у вас нет языка общего, например, с близкими людьми. Да? Ну и последнее. Вы не видите, у вас непрогляд связан с свадьбой. Ну, свадьба, например, вы не можете пожениться или выйти замуж, или вы уже женаты, ну, что-то в браке или что-то до брака, да. Особенно актуально это для овнов. Вот здесь были козероги, здесь овны. Для весов, видите, весы символично брак, да, то есть уже резонанс есть. Что-то касается вашего брака или добрачия. Ну и рыбы. Рыбы тоже скрытый знак, да, тоже такой интересный. Союз рыбы, это о союзе тоже, о тайных союзах. Давайте посмотрим, что вам мешает узнать что-то о браке или добрачии, да. Здесь какое-то продолжение. Возможно, пока что у вас не прогляд, вы не знаете, что будет дальше в браке и как будет развиваться ваш брак. Как будет развиваться ваш брак, что будет дальше. Лугнасад очень хорошая карта не только о урожае, он рядом с Мабоном. Он еще о плодах каких-то. Ваш союз или ваш брак может быть плодотворным и успешным. Карта успеха. Праздником. Хозяйка Медной горы обычно говорит о ведьме. Но она здесь, эта ведьма, органично вплетается. И я вам так скажу. Для того, чтобы у вас был брак, возможно, до брака, вам желательно обращаться к ведьме, к высшим силам, к ведающим людям, чтобы ваши отношения принесли плоды, особенно для тех, кто хочет детей, кто хочет продлить род. Тут что-то о продолжении рода у меня, о появлении нового ребенка. Да, вам нужен помощник, ангел-хранитель, и если вы хотите родить ребенка, продолжить род, то высшие силы через непрогляд вам помогают здесь. Ну, возможно, вы ведьма, да, и вы себя считаете хозяйкой Медной горы. Возможно, это женщина, которая может вам помочь. Но для того, чтобы ваш брак был счастливый и приносил результаты, вам нужно усиливать своих ангелов-хранителей и обращаться к высшим силам, к ведьмам и колдунам. Ну и да, и чтобы этот брак и союз был более крепкий, вам действительно нужно поработать, ну, условно говоря, с хозяйкой Медной горы, с ведьмой или с колдуном, который будет оберегать и укреплять ваш союз, брак. Ну и для того, чтобы выйти замуж, возможно, то же самое, ну или жениться, или выйти замуж, вам нужно сделать то же самое. Это как месседж, просто как обратись к высшим силам для того, чтобы твой брак был плодотворный, а твой путь к союзу был более эффективный. Особенно актуально для мужчин и женщин, которые находят себе партнера и потом расстаются. То есть неудачные браки. То есть в твоем неудачном браке может быть, не хватает какого-то защитника, помощника. Ну и совет. А совет Имболк 2 февраля. Ну, смотрите, 2 февраля тоже связано с потерей и ослаблением энергетических потоков. Но 2 февраля это уже там переходы, все идут солнечные преобладания. То есть тебе нужна помощь и поддержка высших сил, потому что, возможно, с темными силами тебе не по пути. И светлых сил в твоей энергетике и в твоем мире должно бы быть побольше. Ну и вам совет от высших сил для любого знака зодиака. Букет. Чтобы вы не услышали сегодня в своем непрогляде, помните, что ваша жизнь может превратиться в букет, и ваши отношения могут выйти на новий, плодотворний і успішний уровень. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку, обов'язково почуємось. До зустрічі. Па-па.